Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, как нам найти новый товар, неопознанная реликвия, точнее его нужно будет найти, его нужно будет сделать, вот оно как бывает, я не знаю, были ли у нас такие механики, когда нам приходилось что-то запихивать и доставать то, что получится в итоге. В общем, это новое, все, что связано с гибридными технологиями, стражами, торгоидами и прочим. Доступно это стало после выхода 13-го обновления, после того, как запустилось, точнее, бабахнуло Protoss Wave. В общем, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Секундочку, вы мне говорили, чтобы я сделал себе бусти, чтобы вы могли меня поддержать финансово, так сказать, платная подписочка и все остальное. В описании под видео будет ссылочка на бусти. Это не обязательно, это, конечно же, по желанию. Если вам хочется, то пожалуйста. Если вам это неудобно, то обычный донат. В описании ссылочка тоже под видео. А мы возвращаемся к теме данного видоса. Для всего этого дела нам понадобится реликвия стражи. Без этого, друзья, не получится никак от слова совсем. Где их, собственно, брать? Нас, мои дорогие друзья, интересуют системы, которые будут отображены как системы с цивилизацией стражи. Отмечено будет синим. Тут сейчас, мои дорогие, не видно, потому что корабль прыгает очень далеко и как бы, не видно. В таких системах у вас будут находиться как древние руины, так и, собственно, конструкции стражей. Древние руины гораздо больше по площади. Поэтому я бы рекомендовал вам искать, где будут конструкции стражей. Они меньше по площади, и реликвии раскинуты, собственно, по меньшей площади. Тавтология тавтологичная, я понимаю, но суть вы поняли. Приезжаем туда, точнее прилетаем, и, собственно, фармим реликвии. Сейчас покажу, как они выглядят. И да, для этого дела нам нужен будет скоробей. Ну, либо скорпион. Лучше скоробей. Там как-никак грузовой отсек больше. 4 тонны против 2. Вот, пожалуйста, древняя реликвия. Показывается довольно с большого расстояния, что удивительно. И она находится под землей. Вам нужно к ней будет сначала подъехать, и она поднимется непосредственно из земли. Заходим в режим турели, либо прям так, и просто-напросто сшибаем ее. Реликвия стражей отваливается, и мы ее, собственно, собираем. Все. Потом делаете релок и повторяете данное дело. Все довольно просто. Но могут быть некоторые лаги, то, что она не будет сбиваться. Я не знаю, с чем это связано. Релок помогает. При этом то релок на рабочий стол, то релок в главное меню. Странно это все дело работает. На всякий случай, напишите в комментарии, если вы с такой проблемой сталкивались и как вы ее фиксили. Но это еще не все. Нам нужно кое-что, что нам поможет проникнуть в некоторую базу. Торговецкий сенсор. Летим за ним. Сразу говорю. По торговецкому сенсору есть видео, но оно довольно устаревшее. В этом видосе покажу, как это можно делать, так сказать, не то что быстрее, просто удобнее и ближе. Нам нужно слетать в одну определенную систему. И прежде чем мы продолжим по поводу фарма сенсоров, друзья, эта штука коррозийна, опасна. В том плане, то, что когда вы запихиваете себе ее на корабль в ваш грузовой отсек, ваш корабль начинает потихонечку разваливаться. И ваши модули, маневровые, ангары ТРП, щиты и все что угодно начинает потихонечку разрушаться. Чем этих сенсоров будет больше, тем это будет быстрее. Если один, то это не страшно, вы сможете пропрыгать 5 прыжков, 7, еще сесть на планету и приземлиться, но если их будет больше, друзья, то это уже опасно. Можете потерять корабль и этот самый груз. Есть выход из данной ситуации. Антикоррозийные грузовые стеллажи, техноброкер чешских технологий и инженер-профессор Палин. Сниму отдельное видео касательно данных грузовых стеллажей, мало ли, чтобы людям было проще найти это все дело именно по запросу в поисковике. Нам нужна, друзья, система Delphi. Она находится рядом с Плеядами. И здесь нам нужна планета 5А. Это означает пятая планета и первый ее спутник. По прилету, если вы не сдавали картографию с данной системы, не покупали ее, у вас не будет этой планеты, вы ее не увидите. То есть она будет находиться вот здесь. Вам подсказка. Станция Оракл. Она как-то раз падала и чуть не свалилась на ту планету. Летите к этой станции и, когда будете подлетать,
у вас просканится. И планету вы увидите. Вот, пожалуйста. Находки пошли. Летим на эту планету. Нам нужно там будет не только взять торговецкие сенсоры, там еще будет так называемая торговецкая база. И поэтому это довольно удобное место, как я считаю. И в принципе, я думаю, с такого расстояния уже будет видно сигнал. Unknown, структур, что-то там. Давайте-ка посмотрим. Да, уже есть. Это, если что, торговецкая база. Нам туда пока не нужно. Воспользуемся подробным сканером поверхности. В принципе, друзья, можно и без него подлететь к торговецкой базе примерно, зависнуть над ней и выйти в гиперкруиз. Вроде таким образом я и находил это, когда мы фармили здесь торговецкие сенсоры, для того, чтобы потом их сдать по цели сообщества. А цель сообщества у нас была торговецкие... Нет, не так. Исследование торговецких технологий, вторая фаза, если я ничего не путаю. И вот, как вы видите, появляются, так сказать, неизвестный торговецкий корабль. Вот такие сигналы очень-очень-очень-очень много. На какой-нибудь рандомный из них летите, и по идее там будет сенсор. И если его не будет, то летите на другой. Сенсоров может быть целых аж 3 штуки, но нам нужен лишь один. И это будет разбившийся торговецкий корабль, но не перехватчик, а разведчик. Высаживаемся на ТРП и подбираем, если там это есть. В данном месте оказалось пусто, и такое бывает. И да, если вы будете делать релог, это вам вряд ли поможет. Мне сейчас не помогло, я это сделал, здесь ничего не появилось. Обратите внимание, обнаружено сканирование корабля, но кораблей рядом нет, значит торговецкий сенсор у нас там есть 100%. По крайней мере, я надеюсь. И конечно же, да, красиво ничего выглядеть не будет, у нас будет ночь. В общем, обожаю. От них еще, друзья, будут периодически исходить различные звуки. Страшные и не очень. В общем, берем это дело, нам нужна одна штука. И рекомендую сразу уже выдвигаться на наземную торговецкую базу. Потому что сейчас пойдет урон по ТРП. Направляемся на Unknown структуру Scan. Ну вот уже, пожалуйста, коррозия пошла, уже получается огреб грузовой люк и, если не ошибаюсь, силовая. Эх. Ну хоть наземная база торгоидов на светлой стороне планеты. Хоть что-то радует. В диаметре эта хреновина больше 6 километров. Нам нужно лететь в самый ее центр. Вон прям туда, во внутреннюю часть. Там, в принципе, сядет катер. Я его сажал. Анаконду сажал, но с анакондой после какого-то обновления появились проблемы. Ей там садиться тяжело. Не знаю почему. Видимо, то ли потому, что у нее большое количество, так сказать, посадочных стоек. Как это назвать? Лендинг-падов. Ну, вы поняли. А Крайт здесь садится просто великолепно. Насчет Type 9, Type 10 не знаю. В общем, садимся куда-то туда. Выкатываем ТРП и берем все с собой. Нас интересуют 3 реликвии стражей и, собственно, сенсор. Как раз таки в Скоробее у нас уже, по крайней мере, 4 тонны вместительности. А не 2, как это было раньше. И едем. Куда ехать? Нам нужно найти вход. Его найти просто. Просто катаемся по кругу и находим, собственно, проезжаем. Торговецкий сенсор нам нужен, чтобы открыть дверь. Без торговецкого сенсора дверь не откроется. И проезжаем внутрь. Это торгоиды-падальщики, не бойтесь, они сейчас нас не интересуют, как и мы их. Они с нами ничего делать не будут. И вот, так сказать, центр данной торговецкой базы. И видите, здесь находятся 3 сферы. Нам туда нужно закинуть как раз-таки наши реликвии. У каждой такой сферы, рядом с ней, есть вот такой вот... Ну, как это назвать? Что-то вроде урны, яма. Короче, отверстие. Ставим ТРП на него. Заходим сюда. И скидываем реликвию стражи. Кстати, торговецкий сенсор можно будет сейчас скинуть, он нам сейчас не нужен. И как видите, реликвия у нас встает на место.
А сенсор выкидываем, потом, если он вам будет нужен, можете его забрать. И таким образом все 3 реликвии выставляем. Порядок здесь не важен. Торговецкое звено нам здесь не нужно. Нас интересует только лишь реликвии. Не понял. Так, вот это иногда уже подбешивает. Я не знаю, что она там из себя думает, но иногда она лагает и не хочет, чтобы я ставил все 3 реликвии, хотя на стриме, друзья, я это делал. Попробуем, не знаю, на это. Может, это ругается из-за чего-то. Либо я встал криво. Скорее всего, криво встал. Лучше, скажем, вот так вот как-то более точно все это делать. Да. Это есть. И осталось еще одно. Скорее всего, просто криво встал. Смотрим, следим. Можем чуть поддать сюда. И еще чуть. И скидываем. Отлично. Все 3 на месте. Теперь морально подготавливаемся. Делаем звук наушников потише, когда вы это делаете. Ставьте все в систему. Переходите в режим турели, так просто будет гораздо удобнее. Нацеливаемся на центральную часть. И, собственно, сканируем. Пошла молния. И они изменяются. Можете собрать их сейчас, можете собрать их позже. Вроде как они не разваливаются, но я постараюсь это сделать как можно быстрее. Плюс торгоиды, падальщики, начинают вами, так сказать, заинтересовываться. Одну собрали. Следите внимательно за температурой вашего ТРП. ТРП тоже может сгореть. Если будет прям совсем все плохо с температурой, выезжаем в этот коридор и охлаждаемся. Но не забывайте то, что сюда припрутся еще и падальщики. Они, кстати, не такие уж-то и сильные. С ними вполне можно справиться с помощью турели. Пусть даже их тут вроде бы и много. Нормально, как видите. С них падают материалы, но об этом потом. Чем ближе к тому лучу, тем температура, собственно, больше. Но если вы здесь выйдете пешком, что удивительно, греться вы не будете. Но урон получать все равно будете. 3-й есть. И, конечно же, застреваем. Снова греемся. И ищем, где валяется еще один, потому что я запутался. Я не знаю, где он. Я его не вижу. Так, тепло на критическом уровне. Лучше все же свалить и дождаться окончания. Заодно и проверим. Я подожду, пока это все дело закончится. И будет ли так то, что она останется там. Но эта штука еще фигачит, но я нашел ту самую неопознанную реликвию, она все еще там на месте. Подождем. И вроде как ХП у нее нету. Да, она жива, она цела. Удивительно. Хорошо, что проверили, теперь знаем это дело. И да, торговецкий сенсор вроде бы уже развалился, но это не точно. По крайней мере, когда я отсюда выезжал и вам показывал то, что эта штука еще жива, он здесь был. Да, торговецкий сенсор здесь есть. Его брать с собой не обязательно, база и так вас выпустит. Но вы можете его сохранить. Таким образом, вы сейчас, грубо говоря, на ТРП едете на корабль, сдаете все это дело на корабль, летите на свой флотоносец или куда-то там еще и возвращаетесь сюда. Много сенсоров не нужно, но все же заранее несколько штучек себе возьмите. Мало ли что-то случится. И да, я ужасно езжу на ТРП, да и вообще я плохой пилот. Удивительно, что вы об этом не знали. Как бы мы все сделали. А теперь, друзья, печалька. В горизонтах это не работает. Вот так вот.
В горизонтах вы не сможете все это сделать, к сожалению. Вы это не получите, к сожалению. И будет ли это на постоянной основе, либо, как говорили фронтиры, грядет так называемое объединение. А сейчас у нас горизонты версии 3.8, Одиссея версии 4.0. Так вот, грубо говоря, сделают горизонты версии 4.0, как и Одиссея. Возможно, тогда можно будет все это делать. Как-никак, там еще будет доступен SRV Скорпион для тех, у кого только горизонты. Так что увидим, узнаем. Но вопрос, что же делать людям, которые хотят сейчас заполучить это все и сдать? А это сдать можно лишь сейчас только в одном месте. Попросите человека, у которого есть Одиссея, чтобы он вам скинул одну такую штуку, две такие штуки, но насколько он будет щедрый. Он зайдет к вам в горизонты и просто скинет это из своего грузового отсека. А вы это дело подберете. Просто кораблем, либо с помощью дронов-сборщиков. Я прекрасно понимаю то, что как бы вот это все я показывал на различных видео, в разных местах, на стримах где-то и так далее. Теперь все это в одной куче. Люди, которые напишут поисковый запрос, типа как это найти, как это сделать, как это фармить, будут знать, найдут и будут счастливы, у них не будет проблем. Вопрос, как мы это будем использовать дальше? Ну, пожалуйста, в описании под видео, типа секретная CS-ка, два инженера, которые это сейчас принимают. Но будут ли еще где-то использоваться данные измененные реликвии? Скорее всего, да. Просто контент еще не подъехал. Я почти в этом, мои дорогие, уверен. Как-никак это гибридные технологии стражей и торгоидов. А сейчас у нас такое происходит, так что прям жду с нетерпением. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 800 видео по данной игре. Да, такое количество контента не отснял никто. Я мониторил русскоязычную территорию YouTube и, так сказать, англоязычную. Никто. Так что ЧСВ выше гор и на здоровье. Также будут ссылочки на различные плейлисты по данной игре в размере 20-25 штук. Там и обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. Куча всего на здоровье. Но все же общий пласт информации в одном большом плейлисте. Да, я думаю, даже если вы напишите запрос какой-то, то сразу вылезет мой канал, так что нормально. Думаю, все, что вас интересует, вы найдете. Плюс, будут ссылочки на социальные сети и на Бусти, кстати, тоже. Можете меня поддержать платной подписочкой, либо донатиком в описании под видео. Если хотите, это не обязательно ни в коем случае. А социальные сети — это у нас Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Discord сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. Но на Яндекс.Дзене сейчас ничего нет, типа запасная площадка, мало ли что. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами уже, скорее всего, завтра. Сегодня я уже не успею запустить стрим. И, наверное, пойду дальше записывать видео, потому что, ну, времени мне маловато, чтобы все это дело отснять, потому что в воскресенье будет, скорее всего, работа. А этот видос у вас выйдет, скорее всего, 11 числа вечером. В общем, до встречи.